Привет! Я продолжаю говорить о дипломатической истории Первой мировой войны. Это шестая часть, последняя часть. В то время, как Западный фронт был неподвижен, боевые действия на Восточном фронте перемещались вперед и назад на сотни миль. Были решающие победы и поражения. В дальнейшем произошел военный крах России после Брусиловского наступления в 1916 году, а также политический крах в 1917 году. Были одержаны решающие победы над русской армией, начиная с 1914 года, с разгрома значительной части русского контингента в битве при Танненберге, за которым последовали огромные успехи Австрии и Германии. Разложение русских войск плюс внутренние беспорядки, вызванные русской революцией 1917 года, все это привело к тому, что Россия вышла из войны, был заключен Брест-Литовский мирный договор, большевики были вынуждены его подписать 3 марта 1918 года. Это дало Германии контроль над Восточной Европой. Брест-Литовский мирный договор был подписан 3 марта 1918 года между правительством Советской России и центральными державами. Историк Спенсер Такер пишет следующее. Немецкий генеральный штаб сформулировал необычайно жесткие условия, которые шокировали даже немецкого переговорщика. Россия отказалась от претензий на многие территории и согласилась выплатить 6 миллиардов немецких золотых марок в качестве репараций. Договор дал Германии многочисленные выгоды. Самое главное, это позволило основным силам на Востоке переброситься на Западный фронт, где они численно превосходили союзников, поскольку Америка еще не набрала достаточно сил. Обещания, данные России в 1914 году, были выполнены. Договор показал союзникам, что мира с Германией путем переговоров быть не может, и что боевые действия должны продолжаться до тех пор, пока она не капитулирует. Договор утратил силу, когда Германия подписала перемирие в ноябре 1918 года, что фактически означало ее капитуляцию перед союзниками. Когда Германия позже пожаловалась, что Версальский договор 1919 года был слишком суров, союзники ответили, что он был более мягким, чем Брест-Литовский договор в отношении России. В начале войны Германия расширила свой неофициальный пропагандистский аппарат, создав Центральное управление иностранных дел, которому, помимо прочих обязанностей, было поручено распространять пропаганду среди нейтральных стран, убеждая их либо встать на сторону Германии, либо сохранять свою позицию нейтралитета. После объявления войны Британия немедленно перерезала подводные телеграфные кабели, соединявшие Германию с внешним миром, тем самым перекрыв главный канал пропаганды. Также немцы полагались на мощную беспроводную станцию для трансляции прогерманских новостных репортажей по всему миру. Среди других методов, используемых для поддержания морального духа войск, мобильные кинотеатры регулярно отправлялись на передовую для развлечения военнослужащих. Кинохроника изображала события с прогерманским уклоном. Методы немецкой пропаганды в значительной степени опирались на подчеркивание мифологической и воинственной природы германского народа и неизбежности его триумфа.
В декабре 1917 года министр иностранных дел Германии Рихард фон Кюльман объяснил, что главными целями его дипломатии были неспровержение вражеских государств и заключение мира с отколовшимися государствами и тем самым подрыв политического единства Антанты. Разрушение Антанты и последующее создание приемлемых политических комбинаций составляли важнейшую военную цель дипломатии Германии. Россия оказалась самым слабым звеном во вражеской цепи. Таким образом, задача состояла в том, чтобы постепенно ослабить ее и по возможности удалить. Такова была цель подрывной деятельности, которая велась в России за линией фронта, в первую очередь пропаганда сепаратистских тенденций и поддержка большевиков. Только после того, как большевики получили постоянный приток средств по различным каналам и под разными марками, они оказались в состоянии создать свой главный орган «Правду», вести энергичную пропаганду и заметно расширить первоначальную узкую базу своей партии. Большевики пришли к власти, как долго они должны были удерживать власть, предсказать было невозможно, им нужен был мир, чтобы укрепить собственные позиции. С другой стороны, Германия использовала период, пока они находились у власти, для достижения сначала перемирия, а затем, если возможно, мира. Историк Рон Карден пишет, что пропаганда Министерства иностранных дел в Испании использовала дипломатов и влиятельных испанцев, чтобы убедить Испанию сохранять нейтралитет, что ей и удалось. Австро-Венгерская империя играла относительно пассивную дипломатическую роль в войне, поскольку доминировала и контролировала все Германия. Единственной целью было наказать Сербию и попытаться остановить этнический распад империи, и это полностью провалилось. Вместо этого, по мере продолжения войны, этническое единство ослабевало, союзники поощряли сепаратистские требования меньшинств, и империя столкнулась с распадом. Начиная с конца 1916 года, новый император Австрии Карл I сместил прогермански настроенных чиновников и предложил союзникам мирные предложения, в результате чего вся война могла быть прекращена путем компромисса. Но ничего не получилось, Австро-Венгрия попала в еще более зависимое положение по отношению к Германии. По мере того, как экономика империи рушилась, испытывая серьезные трудности, даже голод, ее многонациональная армия теряла боевой дух, и ей становилось все труднее удерживать оборону. Левые либеральные движения, оппозиционные партии усиливали и поддерживали сепаратизм этнических меньшинств. Спустя время империя распалась. В 1914 году население Османской империи составляло около 25 миллионов человек, включая 14 миллионов турок и большое количество арабов, армян, греков и других меньшинств. Экономика была в значительной степени традиционной, но с сильным немецким влиянием в плане модернизации, особенно строительства железных дорог. В 1914 году османское правительство в Константинополе проявило инициативу в поддержке центральных держав. Если посмотреть на Османо-Германский союз, армия находилась под немецким руководством, под командованием генерала Отто Лимана фон Сандерса. В октябре 1914 года были атакованы российские порты на Черном море. Через несколько дней это привело к взаимному объявлению войны. Немецкий генерал Эрих Людендорф заявил в своих мемуарах, что, по его мнению, вступление турок в войну позволило центральным державам сражаться на 2 года дольше. Турки вели войну на нескольких фронтах. Против России, против Великобритании, против объединенных союзников в Галиполи. Турецкая Великая Победа была одержана при Галиполи. В 1917-18 годах британцы вели секретные мирные переговоры с представителями Османской империи в Швейцарии. Турецкое руководство было внутренне расколото и не могло договориться ни о каких мирных условиях. Британцы хотели подождать, соглашения достигнуто не было. Арабское восстание, начавшееся в 1916 году, переломило ситуацию против османов на Ближневосточном фронте, где поначалу казалось, что они одерживают верх в течение первых 2 лет войны. Мудрское перемирие было подписано 30 октября 1918 года и установило раздел Османской империи в соответствии с условиями Севрского мирного договора. Этот договор, разработанный на Лондонской конференции, позволил султану сохранить свое положение и титул. Оккупация Константинополя и Измира привела к созданию турецкого национального движения, которое выиграло турецкую войну за независимость под руководством Мустафы Кемаля. Султанат был упразднен 1 ноября 1922 года, а последний султан Мехмед VI покинул страну 17 ноября 1922 года. Халифат был упразднен 3 марта 1924 года.
Геноцид армян был преднамеренным и систематическим массовым убийством этнических армян османским правительством. В 1915 году, когда российская Кавказская армия продолжала продвигаться в восточные провинции, османские военные начали этническую чистку. Геноцид армян осуществлялся в два этапа. Массовое уничтожение трудоспособного мужского населения путем массовых убийств и принуждения к принудительному труду, за которым последовала депортация женщин, детей, стариков и немощных на марш смерти в сирийскую пустыню. Подгоняемые военным конвоем, депортированные были лишены пищи и воды и периодически подвергались грабежам, изнасилованиям и массовым убийствам. Османские официальные лица отрицали это, а немецкие союзники помогали покрывать все это. Правительства союзников пытались дипломатически остановить геноцид, но все было проигнорировано. 24 мая 1915 года союзники выступили с публичным осуждением массовых убийств армян. Они считали, что это преступление против человечества и цивилизации, за которое все виновные стороны будут нести личную ответственность после войны. Победители вынесли этот вопрос на Парижскую мирную конференцию в 1919 году. За этим ничего не последовало. Новое османское правительство действительно предало суду некоторых высокопоставленных чиновников, наказав некоторых и казнило нескольких. Они заочно приговорили к смертной казни высших руководителей, но эти люди бежали и скрывались. Однако армяне выследили министра внутренних дел и убили его в 1921 году в Берлине. Лозаннский мирный договор 1923 года дал амнистию преступникам. Болгария чувствовала себя преданной и повернулась против России. Болгария в 1914-15 годах была нейтральной. В 1915 году Германия и Австрия поняли, что им нужна помощь Болгарии, чтобы нанести военное поражение Сербии, тем самым открыв линии снабжения из Германии в Турцию и укрепив Восточный фронт против России. В обмен на войну Болгария наставила на крупных территориальных приобретениях, которые Австрия неохотно предоставляла до тех пор, пока Берлин не настоял на этом. Болгария также вела переговоры с союзниками, которые предлагали менее щедрые условия. Таким образом, в 1915 году правительство присоединило Болгарию к центральным державам, хотя это означало стать союзником османов, традиционного политического и религиозного врага Болгарии. Болгария не имела претензий к османам, она возмущалась Сербией, Грецией и Румынией, союзниками Великобритании и Франции за захват земель, которые, по мнению болгар, принадлежали им. Болгария подписала союз с Германией и Австрией в сентябре 1915 года, который предусматривал, что Болгария будет доминировать на Балканах после победы в войне. Хотя болгарская армия была успешной в военном отношении в 1915-17 годах, ее эффективность рухнула летом 1918 года. Моральный дух был плохим из-за нехватки продовольствия и боеприпасов на фронте. Как на руководящем, так и на народном уровне росло недоверие к намерениям Германии. Преобладала усталость от войны, солдаты чувствовали себя преданными. Многих возмущала необходимость сражаться со своими собратьями, православными христианами, в союзе с османами, мусульманами. Руководство потеряло поддержку болгарского народа. Русская революция 1917 года выкристаллизовала недовольство в Болгарии, распространив антивоенные и антимонархические настроения. В июне 1918 года правительство ушло в отставку. В сентябре 1918 года союзники вторглись. Болгария была быстро захвачена и согласилась на перемирие. Была провозглашена республика. 8 ноября Болгария вступила в войну на стороне союзников, однако было уже слишком поздно. Год спустя союзники навязали очень жесткий договор. Союзники наложили репарационный долг в размере 100 миллионов фунтов стерлингов, который обедневшая нация не смогла выплатить.